Спасибо вам большое. Вау. Я хочу поблагодарить всех вас. Это невероятно. Это наши друзья. У нас тысячи друзей в этом движении. Какого еще не видел мир? Это движение — величайшее политическое движение всех времен. Такого еще не было в этой стране. И теперь оно приобретает новый смысл, потому что мы поможем нашей стране исцелиться. Нашей стране нужна помощь, и мы ее ей дадим. Мы восстановим границы, исправим все, что нужно исправить. И вошли в историю именно для этого. Мы преодолели невероятные препятствия, и теперь понятно, что мы добились поразительного успеха. Посмотрите, что произошло. Это безумие. Но это политическая победа, которой наша страна еще не знала. Я хочу поблагодарить американский народ за честь быть избранным вашим 47-м и 45-м президентом. И для каждого гражданина я буду бороться за вас, за вашу семью и за ваше будущее. Каждый день я буду бороться за вас до последнего дыхания. Я не остановлюсь, пока не добьюсь сильной, безопасной и процветающей Америки, которой заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы. Это по-настоящему будет золотой век Америки. И именно это нам нужно. Это грандиозная победа для американского народа, которая позволит нам снова сделать Америку великой. Кроме того, что мы выиграли в ключевых штатах Северная Каролина, обожаю эти места, Джорджия, Пенсильвания и Висконсин, мы теперь лидируем в Мичигане, Аризоне, Неваде и на Аляске, что в сумме даст нам минимум 315 голосов выборщиков. Но это гораздо проще, когда все просто объявляют, как это сделали сети или кто бы это ни был, потому что других путей к победе просто не было. Мы также выиграли по числу голосов избирателей, и это прекрасно. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Выиграть по числу голосов избирателей было очень приятно, скажу вам. Это замечательное чувство, чувство любви. В этой огромной комнате с невероятными людьми рядом со мной ощущается невероятная любовь. Эти люди были со мной на всем пути, и мы сделаем вас счастливыми. Мы сделаем так, чтобы вы гордились своим голосом. Надеюсь, однажды вы оглянетесь назад и скажете, что это был один из действительно важных моментов вашей жизни, когда вы голосовали за эту группу людей, не только за президента, а за эту великую команду. Америка дала нам беспрецедентный и мощный мандат. Мы вернули контроль над Сенатом. Ух ты! Это великолепно. И в сенатских гонках в Монтане, Неваде, Техасе, Огайо, Мичигане, Висконсине, в Великом Содружестве Пенсильвании победила наша команда МАГА, которая помогла нам так сильно.
И в каждом из этих случаев мы работали с сенаторами. Это были жесткие гонки. И, я имею в виду, количество побед в Сенате было абсолютно невероятным. И мы проводили телералли. Мы проводили телералли с каждым из них. Иногда делали 2 или 3 для каждой гонки. И было потрясающе видеть все эти победы. Никто этого не ожидал. Никто. Поэтому я просто хотел поблагодарить вас за это. И у вас теперь есть великие сенаторы и замечательные новые сенаторы. И похоже, что мы сохраним контроль над Палатой представителей. Хочу поблагодарить Майка Джонсона. Думаю, он делает потрясающую работу. Потрясающую работу. Я также хочу поблагодарить мою прекрасную жену Меланию и первую леди. У которой сейчас самая продаваемая книга в стране. Вы можете в это поверить? Нет, она проделала отличную работу. Очень много трудится, чтобы помочь людям. Так что я просто хочу поблагодарить ее. Но я хочу поблагодарить всю свою семью, своих удивительных детей. И они действительно удивительные дети. Мы все думаем о наших детях. Все думают, что дети замечательные. И это хорошо, когда вы так думаете. Но Дон, Эрик, Иванка, Тиффани, Барон, Лара, Джаред, Кимберли, Майкл. Спасибо всем вам. Мой тесть, Виктор, потрясающий человек, и мы очень скучаем по маме, Мелании, Амалии. Мы скучаем по Амалии, правда? Она была бы сейчас очень рада, стояла бы на этой сцене и так гордилась бы. Она была замечательной женщиной, красивой и внутренне, и внешне. Она была замечательной женщиной. Я хочу первым поздравить нашего нового, теперь я могу сказать, избранного вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса и его абсолютно невероятную и прекрасную жену Ушу Венс. Он боевой человек. Правда ведь? Мы с ним говорили, иди в лагерь врагов. А лагерь врагов — это определенные сети, и многие люди не хотят туда идти. Говорят, «Сэр, мне обязательно туда идти». А он просто спрашивает, «Какие CNN, MSDNC?» И затем отвечает, «Хорошо, спасибо». И кажется, что он единственный человек, который действительно с удовольствием туда идет. Скажи пару слов. Господин президент, благодарю вас за то, что позволили мне присоединиться к вам на этом невероятном пути. Спасибо за доверие, которое вы оказали мне. Я думаю, что мы только что стали свидетелями величайшего политического возвращения в истории Соединенных Штатов. Под руководством президента Трампа мы никогда не перестанем бороться за вас, за ваши мечты, за будущее ваших детей. И после этого исторического политического возвращения мы добьемся величайшего экономического подъема в истории Америки под руководством Дональда Трампа. Спасибо большое. Он действительно оказался отличным выбором. Вначале я получил немного критики, но я знал, что у него по-настоящему выдающийся ум, один из лучших, какие только можно найти. Мы любим его семью, и нас ждут великие 4 года, в которые мы преобразим нашу страну, сделаем ее снова особенной. Она потеряла это ощущение особенности, этого ей не хватало.
Мы должны вернуть это, и мы это сделаем. Это великая страна, и, возможно, потенциально величайшая страна в мире, и сейчас мы будем очень усердно работать, чтобы вернуть все это. Мы сделаем ее лучше, чем когда-либо. Мы способны на это. Если бы нам пришлось ждать еще дольше, не знаю, куда бы все катилось, ведь все становилось только хуже и быстро. Нам нужно закрыть границы и позволить людям вернуться в нашу страну. Мы хотим, чтобы люди приезжали, но они должны въезжать легально. Они должны въезжать легально. И позвольте мне также выразить огромную благодарность Сьюзи и Крису за ту работу, которую вы сделали. Сьюзи, подойди сюда. Подойди сюда, Крис. Сьюзи предпочитает оставаться немного в тени. Мы ее называем «ледяная малышка». Крис, подойди сюда. Сьюзи любит держаться в стороне, но на самом деле она не остается в стороне. Это было неожиданно, но я просто хочу поблагодарить, конечно же, президента Трампа за этот путь. Он был замечательным, он невероятный кандидат и станет потрясающим 47-м президентом. У нас лучшая команда. И, конечно, мой босс Сьюзи Уайлз, лучшая из лучших. Спасибо. Спасибо, Сьюзи. Раньше не видел, чтобы она смущалась. Сьюзи, они здесь великолепны. Каждый здесь особенный. Что ты сказала? О, позвольте мне сказать, у нас новая звезда. Звезда родилась, Илон. Он удивительный человек. Мы сидели вместе сегодня. Знаете, он провел 2 недели в Филадельфии и других районах Пенсильвании, участвовал в кампании. 2 недели назад он запустил ракету, и я видел, как она взлетела и вернулась. Она выглядела красиво и белоснежно при старте, но когда возвращалась, была уже не такая красивая, летела со скоростью 10 тысяч миль в час и буквально горела. Я спросил его, что случилось с краской? А он ответил, еще не придумали краску, которая выдержит такую температуру. Но я видел, как она приземлилась, развернулась. Это как здание в 22 этажа. И когда она приземлилась, огонь все еще пылал. И я подумал, что только Илон на это способен. Расскажу историю, которую вчера уже рассказывал. У меня на линии был один важный человек. Я отключил звук на экране, пока говорил с ним. Это очень важный человек, один из самых значимых людей в стране. Но поскольку я был президентом, а теперь снова буду, подумал, что могу попросить его подождать. Поэтому я сказал ему подождать, и он согласился. Я положил трубку и смотрел на экран. Увидел это безумие. Аппарат кружил, будто вот-вот врежется в башню. И я подумал, о нет. Я сказал, подождите, я хочу увидеть это. Я подумал, что это кадр из космического фильма. Положил трубку, но не поднял ее 45 минут, и он ждал. Аппарат приземлился, двигатели загорелись, казалось, все кончено. Но вдруг огонь вырвался с левой стороны, стабилизировал аппарат, и он аккуратно приземлился, обняв его, как вы держите своего малыша ночью. Это было прекрасно. Я позвонил Илону и спросил, «Илон, это ты?» Он сказал, «Да, это я». Я ответил, «Кто еще на такое способен? Россия? Нет. Китай? Нет. США? Кто-нибудь кроме тебя? Нет». Я сказал, «Вот за что я тебя люблю, Илон. И знаете, когда случился трагический ураган Хелен, особенно пострадала Северная Каролина. Это был масштабный ураган, огромные массы воды.
такие, каких мы раньше не видели. На месте полей образовались озера, а опасность была невероятной. Жители Северной Каролины пришли ко мне и сказали: «Можно ли как-то связаться с Илоном Маском? Нам нужен Starlink». Я спросил: «Что такое Starlink?» Это была какая-то система связи. Я позвонил Илону. Ситуация была опасной, люди могли погибнуть. Все линии связи были обесточены. Я спросил: «Илон, у тебя есть что-то под названием Starlink, верно?» Он ответил: «Да, есть». Я сказал: «Илон, им это действительно нужно в Северной Каролине». Он доставил оборудование с невероятной скоростью, и это было потрясающе. Это спасло много жизней. Илон спас много жизней. Он особенный человек, настоящий гений. Мы должны защищать наших гениев, потому что у нас их не так много. Хочу поблагодарить некоторых людей, которые сегодня здесь с нами. Среди нас чемпион US Open. Он потрясающий. Он немного выше меня. Совсем немного. Брайсон Дешамбо, ты где? Что случилось с Престоном? Где он? Брайсон. А, вот он, отбивает мячи. У него отличная карьера и великолепный US Open. Брайсон, ты проделал потрясающую работу. Также с нами здесь Дейна Уайт. Настоящий профессионал и крепкий человек. Дейна основал UFC и когда-то пришел ко мне. Можно ли воспользоваться вашей ареной? Никто не хотел давать ему ринг, считая этот спорт слишком жестким. Я немного помог ему, и тогда мне сказали: это самый жесткий спорт, который мы когда-либо видели. Но со временем я тоже начал его любить, а Дейна всегда был его фанатом. Он проделал невероятную работу в спорте. Его бойцы выходят на ринг и выкладываются по полной, и УФС стал одной из самых успешных спортивных организаций в мире. Дейна — отличный мотиватор, и люди всегда рады его слышать. Так что я попрошу его сказать пару слов. Никто не заслужил этого больше, чем он, и никто не заслужил этого больше, чем его семья. Это то, что происходит, когда система идет против тебя. Все, что вы видели за последние годы, вот как это выглядит. Его не остановить. Он продолжает идти вперед, не сдается. Это самый стойкий и трудолюбивый человек, которого я когда-либо встречал. Его семья — удивительные люди. Это карма, дамы и господа. Он заслуживает этого, как и вся его семья. Быстро хочу поблагодарить нескольких людей. Ребята Эйден Росс, Тео Вон, подкаст «Bussin' with the Boys» и, наконец, великого и могучего Джо Рогана. И спасибо тебе, Америка. Спасибо. Спокойной ночи. Да, это что-то. Он действительно удивительный человек. Но прежде всего я хочу поблагодарить миллионы трудолюбивых американцев по всей стране, которые всегда были сердцем и душой этого великого движения. Мы прошли через многое вместе, и сегодня вы пришли в рекордном числе, чтобы принести нам победу, такую, какой, вероятно, еще не было. Это было нечто особенное. Мы вам отплатим. Сделаем все, что можем. Мы изменим ситуацию. Это необходимо и нужно сделать быстро. И мы это сделаем. Мы добьемся этого во всех аспектах. Этот день навсегда останется в памяти как день, когда американский народ снова взял свою страну под контроль. От имени этой великой группы людей, трудолюбивых и замечательных, я хочу поблагодарить всех, включая таких людей, как Роберт Ф. Кеннеди-младший. Он пришел к нам и хочет сделать Америку снова здоровой.
Он действительно настроен серьезно и хочет внести свой вклад. Я только сказал: «Бобби, оставь нефть мне. У нас больше жидкого золота, нефти и газа, чем у любой страны в мире. Больше, чем у Саудовской Аравии. Больше, чем у России. Бобби, держись подальше от жидкого золота, а остальное делай, что хочешь». Мы будем снижать долги и налоги. Мы можем делать то, что не под силу никому другому. Китай не имеет того, что есть у нас. Никто не имеет. Но у нас есть и величайшие люди. Возможно, это самое важное. Эта кампания была исторической во многих смыслах. Мы создали крупнейшую, самую широкую и сплоченную коалицию. Такого еще не было в американской истории. Молодые и пожилые, мужчины и женщины, сельские и городские жители — все были с нами сегодня. Я смотрел на это, наблюдал, как все эти люди поддержали нас. Это было нечто невиданное. Они пришли из всех слоев общества, профсоюзы и непрофсоюзы, афроамериканцы, латиноамериканцы, азиаты, арабы, мусульмане — все были с нами. И это было прекрасно. Это было историческое объединение, связавшее людей всех фонов вокруг общих идей здравого смысла. Мы — партия здравого смысла. Мы хотим границы. Мы хотим безопасности. Мы хотим, чтобы все было хорошо и безопасно. Мы хотим отличное образование. Мы хотим сильные и мощные вооруженные силы, и в идеале, чтобы их не приходилось использовать. Знаете, за 4 года у нас не было войн. Мы не вели войн. Мы только победили ИГИЛ и сделали это в рекордные сроки. Но у нас не было войн. Говорили, что я начну войну. Я не собираюсь начинать войны. Я собираюсь их останавливать. Но это также огромная победа для демократии и свободы. Вместе мы откроем для Америки ее славное будущее. Мы добьемся самого невероятного будущего для нашего народа. Вчера, стоя на своем последнем предвыборном митинге, я сказал, что больше никогда не буду проводить митинги. Вы можете в это поверить? Мы провели примерно 900 митингов. Представьте себе, 900, 901 или что-то вроде того. Много митингов. И это было грустно. Все были грустны. Я сказал, это наш последний митинг. Но теперь мы переходим к чему-то гораздо более важному, потому что эти митинги привели нас к сегодняшнему дню, когда мы по-настоящему можем помочь нашей стране. Именно это мы и собираемся сделать. Мы сделаем нашу страну лучше, чем когда-либо. Люди говорили мне, что Бог пощадил меня с определенной целью. И эта цель — спасти нашу страну и вернуть Америке ее величие. И теперь мы будем выполнять эту миссию вместе. Мы выполним эту миссию. Задача перед нами не будет легкой, но я вложу в эту работу, которую вы мне доверили, всю свою энергию, дух и силу. Эта работа — величайшая работа, аналогов которой нет. Это самая важная работа в мире. Как и в свой первый срок, у нас был отличный первый срок, великий срок. Я буду руководствоваться простым девизом: обещания даны. Обещания выполнены. Мы будем выполнять наши обещания. Ничто не остановит меня от того, чтобы сдержать свое слово для вас, для народа. Мы снова сделаем Америку безопасной, сильной, процветающей, мощной и свободной. И я призываю каждого гражданина нашей страны присоединиться ко мне в этом благородном и праведном начинании. Пора оставить разногласия последних 4 лет позади. Время объединиться, и мы постараемся это сделать. Успех объединит нас. Я это уже видел.
Я видел это в первый срок. Когда мы становились успешнее, люди начинали объединяться. И начнем мы с того, что поставим Америку на первое место. Мы должны поставить нашу страну на первое место хотя бы на какое-то время. Нам нужно ее восстановить. Потому что вместе мы сможем действительно снова сделать Америку великой для всех американцев. Я хочу поблагодарить вас. Я вас не подведу. Будущее Америки будет величественнее, лучше, смелее, богаче, безопаснее и сильнее, чем когда-либо. Да благословит вас Бог, и да благословит Бог Америку. Спасибо вам большое.